Приветствую всех у себя на канале, и в особенности я хотела бы поприветствовать всех тех, кто совсем недавно подписался на этот канал и уже начинает, кстати, оставлять позитивные отзывы, комментарии, делиться какими-то своими мыслями, соображениями и опытом. Действительно, мне это очень приятно, и это стимулирует меня на самом деле создавать новые контенты, делиться своей информацией, своим опытом, поэтому я вас всех благодарю, и как новеньких, так и стареньких я вам говорю добро пожаловать и приветствую в сегодняшнем видео. Что сегодня мы будем с вами разбирать? Давайте сегодня разберем такую тему. Я думаю, что на самом деле она немножко уже всем знакома. О ней многие говорят, да и в принципе сама наша система сейчас, да, то, что происходит у нас во всем мире, каким-то образом толкает нас на развитие, на задавание, да, таких неких вопросов о смыслах нашей души, о том, что происходит с нами, да, о том, какие мои задачи, какой мой путь, собственно говоря, да, все касается этого. Но здесь на канале я этому не уделяла внимания, мне почему-то хочется этому все-таки уделить внимание. И эта тема, она будет интересна, я думаю, что разным людям с разными устойчивыми какими-то видениями, сознаниями, эволюцией, потому что, повторюсь, для кого-то это может быть какая-то тема новая, а кто-то, кто уже более продвинутый и понимает, о чем я говорю, может просто подчеркнуть еще какие-то моменты для себя, либо же просто побывать и послушать в этом пространстве какую-то полезную информацию в кругу людей, у которых те же самые интересы, а это развитие. Поэтому сегодня мы с вами поговорим о программе души человека, как она зарождается, как это все происходит и каким на самом деле образом складываются, составляются вот эти задачи и особенности программы души человека. Я, собственно говоря, постараюсь немножечко так более-менее четко и по полочкам раскладывать какие-то понятия, всем известные, и объяснить на самом деле немножко мироустройство с духовной точки зрения и смысла жизни. Естественно, что материалисты, атеисты, верующие требуют, конечно, всегда каких-то доказательств, но по сути, знаете, их-то и нет, потому что нет и физических доказательств, например, даже самой фотографии Бога, да? То есть, опять-таки, то, что мы знаем, это то, что передал человек, а человеку свойственно передавать свое видение, да? Но свое видение – это не парадигма, это не истина, да? Если так уже углубляться. Поэтому люди, на самом деле, как раз, которые чувствуют пространство, таких у нас много, и они развиты по-разному, их можно называть по-разному. Это люди силы, это люди ведающие, это те же самые астрологи, те же самые нумерологи, это люди какие-то, которые непосредственно связаны с определенным родом наукой, изучения, даже тот космос, например. И в той или иной мере их всегда называли проводниками какой-то, некой информации, которую они в какой-то той или иной мере, собственно, адаптируют свои знания с учетом какого-то личного видения, личных настроек, личной также задачи души и программы души, кстати, которую они должны, например, выполнять, передавать свои знания. Они могут расшифровываться и измеряться в разных направлениях, повторюсь, с точки зрения эзотерики, но это могут быть и банальные вещи, астрологические какие-то, скажем, астрологическая информация, как и космос, все-таки там тоже работа кипит, и они по-своему передают определенного рода информацию. Что же касается меня, мое личное видение, оно как бы сформировалось еще задолго до интернета, и сам опыт, и, скажем так, он исходил из долгого и непрерывного изучения определенных тематик, и я продолжаю это делать и продолжаю этим делиться, поэтому
Я надеюсь, что действительно смогу каким-то образом раскрыть эту тему и что она будет действительно многим из вас полезна. Ну а если у вас еще будет желание оставить свой коммент, поделиться вашим видением по этому поводу, либо же, опять-таки, просто поставить лайк, подписаться на канал или поделиться им, я буду вам искренне благодарна. Давайте все-таки с вами начнем. Что же такое программа жизни человека? Ну, собственно говоря, что такое программа души, о которой все, очень часто мы можем, например, слышать из разных источников. Программа души человека – это, пожалуй, одна из самых сложных и важных загадок бытия. Что, конечно, все задумывались над тем, почему, например, с одними происходит что-то, с другими происходит что-то другое или вообще не происходит то же самое. Почему одни рождаются, например, в семействе Рокфеллеров, а другие, в семье малоимущих. Почему, например, мы живем сейчас, а вот наши бабушки, дедушки, прадедушки во времена войн. Почему, банально живем, кто-то живет благополучно, и как многие считают, в Европе, опять-таки, это тоже такое двойственное понятие, но все же мы его разберем как пример. А другие, например, в голодающей Африке. Вот этими и подобными вопросами задавались, я думаю, почти все мыслящие люди. Конечно, у мироздания есть бесконечное количество загадок, но этот вопрос особенно он является для всех животрепещущим, потому что ответ на этот вопрос может в какой-то степени разъяснить многие процессы в жизни, как профессию, как свое предназначение, как события, которые по сути происходят, их можно объяснить, понимая, имея ответ на этот вопрос. И у всех нас, несмотря на статус, происхождение или материальную какую-то ситуацию, всегда есть что-то, что хотелось бы изменить, убрать или просто добавить. А мы мало того, что не знаем как, многие просто не знают, как это сделать, так же, как и многие не понимают того, что все в нашей жизни поддается коррекции. Ничего нет, что невозможно изменить. Тут просто нужно, главное, понять причину. И это видео, я надеюсь, что расставит многие вопросы по местам и действительно вам поможет. Все-таки, что же такое программа души? Я бы сказала, это программа развития души на установленный какой-то промежуток времени. Если просто говорить, то есть это какая-то программа, установленная на определенное какое-то воплощение души. Изначально все души, сотворенные, скажем так, божественной силой, либо каким-то неким источником, все зависит от восприятия, в какой вы традиции, как вы вообще воспринимаете. Кто-то говорит матрица, кто-то говорит Бог, кто-то говорит божественная высшая сила, кто-то еще может как-то давать определение, но тем не менее, вот эта божественная сила, вот этот источник, он имеет одну большую глобальную программу своего развития, как и наша Земля. И эта программа состоит в том, чтобы, набирая необходимый вид опыта, душа каким-то образом все-таки поднималась вверх по ступенькам иерархии, я бы так сказала, мироздания, то есть эволюционировала. И спектр необходимого опыта, он на самом деле невероятно широк и индивидуальный, потому что каждая душа, чтобы этот опыт наработать, она проживает тысячи, десятки, сотни тысяч жизней, как в физическом теле, так и в тонком, на разных, причем уровнях бытия. Я сейчас не хочу в этом видео углубляться в дебри всех процессов эволюционирования, а все-таки сконцентрируюсь на том, что важнее для нас здесь и сейчас. Потому что, по сути, именно вот этот механизм, вот эта задача стоит перед нами всеми сейчас, чему мы все учимся: жить в процессе здесь и сейчас, то есть по огню, не по воде в прошлом, не по воздуху в будущем, а вот именно здесь и сейчас формировать нашу жизнь, работать над задачами.
убирать, что мешает, и простраивать, да, то, что будет давать будущее, но сфокусироваться именно на моментах здесь и сейчас. Вообще для того, чтобы набрать, да, вот этот такой определенный, скажем так, опыт, спектр опыта и развития души, вот вообще души, они могут приобретаться только приобретать, скажем так, вот этот опыт только проходя через физическое воплощение на Земле, да, если она у нас как бы рождается на Земле, то понятно только через физическое состояние. И для того, чтобы направлять вот эти души по пути получения энергии, требуемых, да, каких-то качеств и параметров, и ими создаются программы жизни. То есть сама душа, она как бы формирует на воплощение, скажем так, определенную программу, и она отталкивается от конечного требуемого, да, вот какого-то результата, к которому она должна прийти в определенном воплощении, той точке, да, к которой душа должна прийти. А ситуации, они уже закладываются таким образом и закладываются такие, которые будут способствовать оптимальному достижению этого требуемого, да, результата. При этом, естественно, тут и учитывается уровень развития души и, естественно, наработанные качества за предыдущее воплощение. Поэтому между первым воплощением души на Земле и переходом в иерархию мировоздания, да, ну вот это всем известный выход из колеса сансары, душа должна все-таки, да, подниматься по каким-то ступенькам, ну, условно по этой лестнице, да, лестница Якова, которую тоже многие могли о ней слышать. Вот, и при этом они, да, должны опять-таки нарабатывать нужные качества, нужный опыт и в то же самое время очищаться от кармических отягощающих задач. Кто-то их называет печати, кармические узлы, кто-то называет их якоря, то есть там в НЛП это якоря могут быть, да, могут быть, ну то есть все то, что отягощает, то, что нужно исправить, либо то, что нужно закрыть. Поэтому вот эти ступеньки, они, конечно, необходимы, и их проходят все. И когда душа рождается, первое, скажем так, кого она встречает, ну, по сути, так формально, так это все-таки религию, да, то есть это происходит у нас, скажем так, такие ритуалы крещения, да, то есть и там уже на самом деле душа каким-то образом соприкасается с миром духовным, но если не затрагивать этот аспект, а просто, да, поговорить о том, как это функционирует с позиции развития души, то религия – это средство развития, повышения духовности. И это было на самом деле так всегда, и здесь можно как бы быть приверженцем религиозных каких-то взглядов, либо же не быть. Но, повторюсь, религия, она нужна была и является важным элементом для развития, повышения духовности вот как раз молодых душ. То есть, да, если рассматривать систему каст, то религия вот как раз нужна для той категории людей, для той касты, которая должна поверить, да, не говорю в чудеса, но даже в чудеса поверить, да, что есть что-то, что нельзя объяснить, во что можно верить. И, собственно говоря, да, это более определяют, кстати, молодые души. Определяются в таких, скажем так, параметрах. А вот вера – это уже приобретенное через осознание, да, процессов. И это, естественно, путь уже развития высоких душ. И, собственно говоря, здесь мы можем не удивляться тому, что есть души, которые, да, там верят в религию, а есть души, которые, ну, как бы они не то чтобы не верят в религию, они просто ее воспринимают вот именно с той позиции, как я объяснила. С другой стороны, да, у них есть вера. Религия и вера – это два понятия. Религия – это тот параметр, за который мы не можем выйти, да, некая структура, некий закон. А вера – это, да, свобода воли, изъявления, намерения, скажем так, и все-таки это о свободе, о вере во что-то, что для тебя является, да, каким-то алгоритмом,
А вот в религии, да, там, то есть определенный бог, есть божества, есть определенная какая-то система. И если условно, например, представить себе полное развитие человека на Земле, ну вот как шкалу, да, например, там из 500 неких единиц, то вот религия, она всего лишь позволяет добиться, ну там максимум 70-80 единиц развития, потому что религия дает импут, я бы так сказала, для соприкосновения с духовностью, для того, чтобы познакомиться, да, но религия, например, она не раскрывает полностью, она является толчком, первой ступенькой, да, то есть это той дверью, которая открывает, по сути, развитие души и соприкосновение с ее эволюцией, но она ее не раскрывает полностью, поэтому, следовательно, да, душа, она поднимается уже дальше за счет понимания того, что, да, следующая ступенька поднимается благодаря пониманию того, что надо жить и действовать не только для себя, да, а уже более для других, какого-то одного человека или общества. И тут уже, да, такой пример, когда вместо одной щеки нужно поставить вторую, если тебя ударили там по одной, да, то есть вот это жертвоприношение, жертвенность. Далее идет уже более развитие такое, полное совершенствование, что ли, идет путем эволюции самого сознания себя, как уже частицу чего-то большего, да, то есть уже как бы может раскрываться сама вера. Какие могут быть технические моменты разработки и вот вообще внедрения самой программы души для человека? Скажем так, что программа души для каждого живого существа, то есть человека, да, это вообще такой самый сложнейший алгоритм многочисленных, увязанных между собой показателей, потому что программа жизни, например, одного человека, она все-таки тесно переплетена с тысячами, десятками, я бы даже сказала, тысячами, а то, ну, может быть, и миллионами программ других людей, видимых нам и невидимых даже нам существ, планеты, ну и всей нашей матрицы. Случайных вообще людей, как и случайных жизней, событий не бывает от слова совсем. Каждый человек — это такой некий, знаете, винтик, выполняющий свою необходимую какую-то функцию, как для роста своей души, но, естественно, является частью механизма эволюции самой планеты. И благодаря вот как раз этому, казалось бы, да, вот незаметному винтику, целостно работает уже сам механизм, поэтому мы, в принципе, все с вами взаимосвязаны, и задачи, программы, ничего не бывает вот просто так, по случайности, как и самих случайностей в жизни не бывает, и в них, знаете, уже мало кто начинает верить. Вся программа от рождения до самой смерти человека тщательно, на самом деле, рассчитано и продумано. Конечно, существуют определенные какие-то точки, я бы сказала, выбора, где человек волен идти той дорогой, которой он, конечно, желает. Касаемо уже такого более вселенского понимания, иерархии, мироздания, то, естественно, да, то есть соблюдается вот этот закон свободной воли, но таких точек, на самом деле, свободного выбора за всю жизнь у человека максимум, ну, где-то, может быть, на процентов 30, да, вот таких случаев. Остальное это уже идет сугубо программа души. Например, представьте, что вы стоите на дороге, да, и это является одной точкой. И где-то вдалеке является, да, точка соприкосновения, то есть точка, к которой душа должна прийти. Так вот, вот этот отрезок от одной точки, где вы стоите, и до той, которую вы видите, может быть, не видите, но должны прийти, человеку всегда будет даваться возможности и выбор в определенных моментах жизни, благодаря которым он сможет смодулировать свой путь. То есть это не обязательно путь идти прямо, это все-таки путь эволюции. А путь эволюции – это вертикальный, да, такой механизм, то есть это когда мы меняем вектор, это когда мы можем, да, зигзагом даже идти
Но все, повторюсь, зависит от выбора человека, от правильного выбора, от прохождения своих задач, от осознания своего пути. И на это, конечно, могут влиять разные факторы. Но при всем при этом, что здесь важно понимать, что вот эта точка соприкосновения, куда должен человек, душа, да, которая, скажем так, дала себе задачу на это воплощение дойти туда, она не меняется. Вот она там была, да, вот она там и останется. Просто меняется у человека жизнь, скажем так, сам ход, да, жизни, сама дорога. Либо она отяжеляется, либо, да, это все происходит полегче. Это как некий такой лабиринт, из которого нужно выйти, да, для того, чтобы дойти до своего пункта назначения. Очень часто происходит так, что душа, которая должна дойти до определенной точки, по каким-то причинам она очень сильно инволюционирует, то есть отягощает свою карму, она может делать очень много ошибок, и поэтому, кстати, вот и существует не только мнение, но и в принципе даже на личных своих вот наблюдениях и изучениях я тоже заметила, что душа может уходить из физического плана, материального, когда вы можете слышать, да, что вот ей суждено было там уйти или предначертано действительно там уйти в 90 лет, но может быть человек, да, каким-то образом погибает, либо с ним что-то случается, либо опять-таки, когда человек не идет по своему пути, когда он пренебрегает, может быть, задачами либо свойствами, которыми ему даются для использования, да, как ресурс знаний, да, для того, чтобы дойти до этой точки. Такие люди обычно, у них очень серьезные проблемы по здоровью, то есть они очень действительно тяжело уходят по болезням, по каким-то серьезным таким, я бы сказала, ситуациям. Да, конечно, это могут быть какие-то катастрофы, это могут быть какие-то ежесекундные, да, столкновения, где человек теряет, в общем, свою жизнь. Но по большему счету те души, которые очень страдают при смерти, и там видно, да, что у них путь мог быть подольше, это говорит, что они не выполняют свою программу, но они могут еще и мешать программе другого человека, с которым они взаимодействуют. И это тоже имеет на самом деле место быть, и я хотела тоже с этим фактом поделиться. Я думаю, что, может быть, у вас тоже такое происходило, были какие-то наблюдения. Поделитесь, пожалуйста, в комментах. Собственно говоря, продолжая нашу тему и задачи программы души, как и самого мировоздания, то вот как раз в процессах развития мировоздания каждую секунду четко известно, в какой точке Земли, с какими параметрами нужны физические воплощения душ. То есть все уже давно простроено, и не зря это называют некой матричной игрой. Собственно говоря, исходя из этого и подбираются, и вот этих программ подбираются пары, которые, естественно, у них есть соответствие программ между собой. И у этих пар, происходит, например, зачатие ребенка. Когда зачатие произошло, сразу этому, скажем так, физическому телу дается всем известный, как мы знаем, такой основной ангел-хранитель, собственно, некая такая душа, у которой тоже есть своя программа эволюции, только, может быть, с другими параметрами, и сама душа это выглядит немножечко по-другому, у нее другой план, скажем так, развития. И вот как раз вот этот дается ангел-хранитель, который руководит непосредственно формированием физического тела будущего ребенка. То есть он как бы закладывает и проводит определенный алгоритм с учетом уже, например, скажем так, можно выделить такие параметры, как бы много, я попробую все-таки их как бы выделить. Например, параметры, какие виды энергии необходимо наработать, например, на конкретном участке Земли, в какой-то стране, в каком-то, я не знаю, регионе, где планируется именно этот человек, его рождение. Также какими особенностями должен обладать для этого зачатый организм, то есть зачатая душа,
А это особенности могут быть, ну, например, там, если певец, да, то есть там должен быть голос. А если это спортсмен, там, это должна быть, да, какая-то, ну, например, там, выносливость, ну, и так далее. Далее, третий параметр – это, например, учитывание предыдущего воплощения, то есть какие кармические задачи, поощрения или наказания на физическом уровне должен проработать этот человек, какого уровня душа должна быть вселена, да, в это тело. Ну и пятый, да, у нас пятый с вами параметр. Давайте на пятом остановимся. Ну вот, например, какие кармические задачи, поощрения, либо же там наказания должны проработать люди, в чьей семье рождается такой человек, такая душа. Мы все понимаем, что душа, которая приходит в определенную семью, в определенный род, к определенным родителям, она соответствует, ее программа души, она каким-то образом соответствует программе родовой системы, в которой она рождена. И отсюда следует, что работа с родом, она является основополагающей для души, и душа начинает работать над своими программами, именно исходя из критерий и программ именно рода. Особенно этот фактор, он очень важный для людей, которые каким-то образом развиваются, пытаются понять, почему те или иные процессы, повторения, цикличность, там, я не знаю, дети, которые несут наказание за предки, да, за предков, почему это все происходит, и нужно работать именно с этим. Кстати, у меня был когда-то, я делала семинар по этому поводу, и, честно вам скажу, люблю делиться личным опытом, потому что нет ничего лучше и конкретнее, чем свой личный опыт. Потому что когда ты о нем рассказываешь, да, невозможно его ни прочитать где-то, невозможно его где-то, не знаю, просто сфантазировать. Это твой личный опыт, и честно вам скажу, что он у меня на самом деле такой довольно-таки плотный. И это важная работа, с которой нужно, знаете, заниматься не только если вы эзотерически растете, а тем более если эзотерически магически, то вот с этим нужно работать, убирать программы, чистить. Если же вы просто пытаетесь понять, почему ваша жизнь каким-то образом складывается так, как складывалась по каким-то причинам у других родственников, либо же опять, да, почему именно у вас и почему она именно доходит до вас, то здесь тоже работа с родом, работа с традициями, работа с предками, получение информации. И в зависимости от ваших задач вам всегда пространство, мироздание даст какую-то информацию, даст возможность, да, получить что-то, выучиться. Для этого дадутся средства, для этого дастся время, условия. Поэтому это тоже очень важный момент. Конечно, да, вот эти 5 параметров, ну, они как бы такие, я считаю, что они основные. Их на самом деле можно перечислять и не перечислишь, но все-таки нам для понимания процесса этого достаточно. И так вот, об ангелах, да, о той душе, которая имеет, да, определенный склад и функции, вот она как раз формирует под вот эти показания тело будущего ребенка, будущей души. Другая система подбирает уже душу с нужными параметрами. Душа входит в физическое тело в момент рождения с первым вдохом ребенка. Программа же жизни, она уже начинает разворачиваться с первых секунд воплощения на Земле. Далее происходит уже запись программы жизни на каузальную такую оболочку. Каузальная оболочка – это одна из 7 оболочек тел человека. Это чакральная система, 7 чакральных, 7 чакр в чакральной системе. И запись, она происходит на 5-ю чакру Вишудха. Это у нас горловая чакра, где она все записывает то, что происходит в жизни у человека, и когда душа, она умирает, происходит перематывание, то есть душа попадает в такой сектор, который называется лимб, и там происходит вот перезапись, да, представьте, как вот эти старые магнитофоны с одной ленты, да, перематывается на другую, то есть сознание перематывается на подсознание, и тем самым освобождается сознание, и уже то, что у нас на подсознании, с тем, собственно говоря, человек и приходит в следующее воплощение. Сейчас давайте кратко все-таки поговорим о особенностях программы жизни душ.
и особенности программы жизни душ, ну, с позиции, например, иерархии Бога и дьявола, да, если брать религиозный аспект, либо же просто с позиции света и тьмы можно это рассмотреть, то вообще все души, живущие на Земле, они принадлежат какой-то определенной иерархической системе. Это Бог, там, да, ну, условно, опять-таки, берем религию, чтобы было немножко понятно, то есть это Бог или дьявол, да, это тьма или свет, но во всех случаях иерархические системы могут рассматриваться с точки зрения эзотерики как эгрегоры, то есть это такие каналы, в которых, скажем так, к которым прикреплена душа, да, то есть это может быть эгрегор рода, это может быть эгрегор, там, я не знаю, христианство, это может быть эгрегор семьи, эгрегор любви, эгрегор детей, ну то есть какой-то профессии. И разница, конечно, между ними может быть, да, если рассматривать сугубо Бога и дьявола, то вот, например, в иерархии Бога, да, поддерживается свобода выбора и принцип доброй воли. Ну, как бы о чем, да, понятное дело, что если мы рассматриваем, конечно, с точки зрения религии, то в религии там мало, конечно, свободы есть, да, там есть Бог и вот только Он. Если же с позиции смотреть и рассматривать света, да, белого, скажем так, да, эволюции, то все-таки в эволюции, как и в той дороге, которую я описывала, есть вариантности, есть выбор, да, каким вы путем пойдете, а как вы будете использовать ваш ресурс. С точки зрения системы дьявола, опять-таки, да, дьявол, если мы возьмем его параметр и объясним, что просто дьявол – это то, от чего, конечно, каждый из нас не убежит, потому что он присутствует в нас, не сам дьявол, а его энергии. Его энергии – это то, что мы можем называть зависимостью, это наше эго, это наша, скажем так, где-то слишком какое-то залипание, да, на что-то, что простраивает, ну, такую в нас зависимость. И с этим параметром на самом деле невозможно просто за один день разобраться, да, либо с зависимостью какой-то с едой, с какими-то привычками. Над этим работает человек всю свою жизнь, и отсюда вот следует, да, понимать, что вот с точки зрения, например, дьявола выбора нет. Как это объяснить получше, да, выбора нет, в том плане, что дьявол — это как карма, это то потаенное, что скрыто в каждом человеке, и, естественно, душа, приходя в это воплощение, она должна эволюционировать, и, естественно, вот эти параметры, ну, скажем так, опять-таки, в кавычках, тьмы, дьявола, они всплывают. Хотим мы или нет, мы должны с ними бороться. И когда мы говорим о том, что у дьявола выбора нет, это всего лишь говорит о том, что если человек не работает над своими, скажем так, зависимостями, не работает над своей тьмой, да, где-то ее не принимает. Вот, поэтому с дьяволом, с вот этими энергиями мы работаем все и всегда. Это что-то, что существует в каждом из нас, и с этим мы работаем всю жизнь, все наши воплощения. Это такой некий индикатор, по которому, да, который активирует в нас определенного рода проработки и механизм. Это такой, я бы даже сказала, какой-то отягощающая карма, отягощающие уроки, отягощающие нашу душу задачи и груз, от которого мы с вами постепенно освобождаемся, когда мы начинаем работать. И выбора поэтому и говорится, что нету, потому что ты хочешь или не хочешь, тебе либо нужно с этим работать, либо ты с этим живешь, и в этом же ты как бы, ну, в кавычках, гниешь. Для человека, подлежащего, я не знаю, скажем так, к иерархии развития, программа жизни, она предусматривает точки свободного, повторюсь, выбора. Это можно предоставить и представить себе в виде такой некой прямой, на которую размещены некоторые точки. А от них уже дальше идут такие некие разветвления. То есть в данном контексте разветвление – это варианты выбора в данной точке, в данной позиции. И в зависимости от выбранного варианта дальше уже, конечно, программа разворачивается, повторюсь, по сценарию, который предусмотрен
таким выбором. И на таком этапе человеку снова дозволено выбирать. После же момента выбора снова следует, да, какая-то программная часть, соответствующая сделанному выбору. То есть для чего это сделано? Все дело в том, что варианты выбора – это всего лишь показатели развития человека на данный момент. Это как экзамен. Да, это как экзамен по сделанному выбору, и высшие инстанции, да, ну, каким-то образом они определяют, куда движется в развитии человек. И в зависимости от своего развития, понятное дело, что он делает выбор, а в зависимости от выбора запускается программа. Либо наказание и коррекция, да, курса, либо поощрение и, ну, собственно говоря, больших таких возможностей, я бы так сказала. Когда это четко понимаешь, отпадает масса вопросов из серии вот почему и за что. Единственное, что самое главное, не принимать решения в ущерб совести, интуиции, внутреннему голосу. И самое главное, никогда не исходить из голого расчета, потому что, ну, скажем так, на самом деле вот как раз вот эта история, вот эта программа найти своего пути, прислушаться к своей интуиции, это то, к чему нас готовят долгое время, уже на протяжении 2 лет, и каким-то образом фокусирует наше с вами внимание на услышать себя, услышать свой путь и понять, да, что мешает, а что нет. Потому что, по сути, да, вот вообще этот выбор, как и сам голый расчет, это все-таки прямая дорога на отработку. И никогда не пойдет на пользу то, что сделано только по расчету. Согласитесь, если даже здесь и сейчас получится хорошо, то дальше обязательно выйдет как-то боком. Но и внутренний голос, эмоции всегда, каждую секундочку они все-таки подсказывают правильный выбор и правильный вариант решения. И это именно тот вариант, который поведет по высшему возможному варианту развития событий. Может, он кажется более сложным, конечно, но он намного более вознаграждаем, скажем так. И если человек постоянно исходит только из выгоды материальной, ментальной, я не знаю, да, может быть, какой-то физической, он проживает тот вариант, на который никогда не испытает всей полноты жизни. И самое лучшее, что может сделать человек для себя, ну, конечно же, и для других, естественно, но, скорее всего, больше сначала для себя. Это нащупать свое предназначение и идти по жизненному пути, максимально поднимаясь вверх по вот этой, кстати, вертикальной, да, лестнице, по вертикальной эволюции. А это, сами понимаете, схема прямого пути эволюции предназначения человека. Так все-таки как понять, живешь ты по своей программе или нет. Но здесь все как бы просто и в то же самое время вроде бы как сложноватенько, да, тяжело. Потому что каждый человек живет обязательно по своей программе, потому как он физически не может выйти за пределы этого, куда ему категорически не положено. Другое дело, что в рамках этой программы миллионы вариантов, прошу прощения, вариантов, да, построения, ну, определенных или там разных каких-то событий. Поэтому вот вообще программу жизни человека можно сравнить, ну вот, например, с такой большой игровой детской площадкой, огражденной высоким таким забором. То есть ты можешь делать то, что, ну, что угодно в пределах этой площадки, но за забор не выйдешь, а при этом еще и воспитатели зорко следят за тем, чтобы что ты делаешь на самой площадке. Хвалят, если все хорошо, и отдергивают, если полез куда-то не туда. Вот, а роль воспитателей здесь, конечно же, возложена на наших ангелов, духов, родов, божеств, в общем, ну, в каких-то существ, в которые каждый по-своему может верить. Они и воспитатели, и лучшие друзья, и отцы с матерями в своих лучших, скажем так, проявлениях. Так вот, как прожить лучший вариант жизни из предусмотренных программ? Обращали ли вы внимание на то, что наша вообще вот огромная жизнь, она состоит из ежедневно микро каких-то решений и выборов? Каждую секунду мы можем выбирать и выбираем, что нам делать, о чем думать, как поступать, что сказать. И даже, казалось бы, когда вы не принимаете решение в данную секунду времени, мы все-таки принимаем, да, решение не принимать решений.
Понимаете, да, парадокс? То есть в любом случае решения нами принимаются ежесекундно. Просто по своей значимости они могут быть малозначительными, а могут быть и действительно даже судьбоносными. И чтобы правильно принимать судьбоносные решения, как мне кажется, нужно, конечно, натренироваться и принимать правильные маленькие решения. А тренировка – это и есть, по сути, ежедневная работа над собой, своим развитием, саморазвитием, усовершенствованием, да, каких-то вот собственных качеств. Опять же таки, я сейчас, да, предвижу вот такой вопрос. А как понять, правильно или неправильно я поступаю в этот момент? Потому что, вот, кстати, такие вопросы часто бывают у меня и задают по ходу, да, может быть, каких-то моих общений на эту тему с другими людьми и вот с ребятами, да, например, которые их обучаю. Ну и я тоже сама себе же иногда их когда-то там задавала, и все-таки тоже задаю, да, я же тоже человек. Вот так понять на самом деле это очень даже легко. У нас внутри есть своя навигационная, я бы сказала, такая система. Работает она в двух направлениях, и это направление плохо и хорошо. То есть у каждого человека эти направления не откликаются по-разному. В основном это состояние, с одной стороны, солнечного сплетения, то есть хорошо, это когда солнечное сплетение расслаблено, а плохо это когда зажато. Либо вот с позиции анахаты чакры, сердечной чакры, чуть выше, где находится наша душа. Она либо на месте, либо она не на месте. Понятно, да, это, конечно же, тоже эмоции, это тоже, конечно, показатель такого некого навигатора. То есть радость или грусть покажут четкое направление движения по пути. Просто их нужно слушать и в первую очередь, да, и самую основную слышать. Также надо четко усвоить, что все мы здесь для развития, для определенного пути развития. И схема счастливой жизни проста. Это двигаться вперед и вверх. Каждый новый шаг сверять с внутренним своим навигатором и внешними процессами. Делать только то, что вызывает эмоции радости и поддерживает ваше солнечное сплетение в расслабленном состоянии. Постоянно очищать и защищать свою энергию. Усовершенствоваться самому и помогать расти окружающим. Учиться, обучаться и просто продолжать жить. Ребят, я благодарю вас всех за внимание. Я думаю, что на этот раз я закончу на этой прелестной ноте. Я вам всем желаю развития, желаю всегда находить, да, в вашем солнечном сплетении, да, вот это ощущение хорошо, и на вашей анахате, в вашем сердечке, на вашей душе, да, быть на своем месте, быть с ощущением радости и удовольствия от того, что то, что вы делаете, то, что вы чувствуете, то, что вы выбираете, оно вам доставляет удовольствие. Если же это не так, то стремитесь к этому, чего я вам искренне желаю. И да, все-таки я жду вашей обратной связи, мне будет очень приятно послушать, полезно было это видео, как вы вообще по этой теме, да, в плане души, в плане вот каких-то ваших опытов. Мне будет интересно почитать, но, естественно, не забывайте, пожалуйста, поставить пальчики вверх, подписаться на канал, если вы не подписались, и, пожалуйста, поделитесь данным контентом, данным каналом с другими. Давайте формировать здесь немножечко такое, да, общество людей, которые каким-то образом могут питаться информацией полезной и делиться ею. Я всех вас благодарю за внимание и увидимся, услышимся в следующем видео. Пока-пока!